Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле происходит за закрытыми дверями мировой музыкальной индустрии, когда три громких имени сталкиваются в вихре амбиций? Крис Мартин только что раскрыл секрет, потрясший Голливуд, связанный с ожесточенным соперничеством между Чонгуком и Тэхьоном, динамикой, способной переопределить будущее глобальной индустрии развлечений. Вопрос теперь прост, но взрывоопасен. Кто в итоге выйдет победителем? Что же происходит на самом деле, когда мировая музыкальная легенда Крис Мартин, вокалист культовой группы Coldplay, решает приоткрыть завесу над процессами, которые долгие годы были тщательно скрыты за стенами американской индустрии развлечений? Неужели слухи, циркулирующие среди фанатов по всему миру о соперничестве двух крупнейших звезд Южной Кореи, гораздо сложнее и напряженнее, чем мы можем представить, глядя на экраны своих смартфонов? На протяжении многих лет публика знала их как неразлучных фигур, делящих один и тот же свет софитов. Однако за кулисами, вдали от блеска сцены и неоновых огней Лос-Анджелеса, тихо разворачивается драма с колоссальной коммерческой ценностью. Напряжение нарастает с каждой секундой, пока не достигает кульминации в неожиданном откровении во время неформальной встречи в скрытой студии звукозаписи в Малибу. Именно там Крис Мартин с необычно твердой интонацией дал понять, что крупные американские брендинговые агентства начали проявлять тревогу. По словам Криса, эти агентства теперь активно соперничают друг с другом, стремясь заполучить эксклюзивные контракты с Чонгуком и Тэхьоном, двумя фигурами, которые в широком смысле считаются новым золотым стандартом глобального маркетинга. Время появления этого феномена вызывает множество вопросов. Почему именно сейчас, в момент, когда модная и технологическая индустрии ищут новое направление в постпандемийную эпоху, внимание мира столь сосредоточено на двух молодых мужчинах из Сеула? Крис Мартин не ограничился комплиментами. Он оставил важный намек. Взрывное влияние Чонгука и уникальная эстетическая энергия Тэхьона создали резкую дихотомию среди руководителей в Манхэттене и Кремниевой долине. С одной стороны, запрос на атлетичную харизму и мощный вокал, с другой – стремление к художественной утонченности и глубокой загадочности. В штаб-квартирах люксовых брендов, по сообщениям, обстановка становится все более напряженной. Предложения превышают все прежние ожидания. Ситуация, не имеющая прецедентов в истории международных коллабораций с участием знаменитостей. Однако резонанс, вызванный заявлениями Криса Мартина, связан не только с деньгами и популярностью. Он описывает выбор, который всегда изменит ландшафт индустрии. Представьте холодный зал заседаний на верхнем этаже нью-йоркского небоскреба, где маркетинговые руководители спорят до глубокой ночи, анализируя каждый жест в социальных сетях и каждую деталь публичного образа обоих артистов, чтобы определить, кто станет лицом будущего их компаний. Крис утверждает, что лично наблюдал, как сотни страниц контрактов составлялись с предельно точными пунктами, вплоть и до мельчайших деталей, лишь бы закрыть любые лазейки для конкурентов. Это уже не вопрос музыкальной популярности, а социологический феномен, при котором два человека способны повлиять на экономику целой страны одним единственным фото. Напряжение усилилось, когда Крис намекнул, что один технологический гигант подготовил сверхсекретную и крайне амбициозную кампанию. Однако компания оказалась в тупике, вынужденной выбирать между Чонгуком с его непревзойденной популярностью и Тэхьоном, обладающим уникальной способностью наполнять эмоциями каждый продукт, к которому он прикасается. Эта неопределенность проникла и во внутренние круги корейской индустрии, спровоцировав бесконечные дебаты о том, что переговорная сила этих двух артистов достигла исторического максимума. Но за всей этой бурей Крис Мартин намеренно оставил один большой вопрос: осознают ли сами звезды, что оказались в центре столь масштабной битвы? Или за кулисами уже существует тайное соглашение, о котором публика пока не знает? Крис описывает ситуацию как партию в шахматы высшего уровня, где каждый ход имеет значение, а одна ошибка может стоить миллиардов долларов. За блеском успеха скрывается колоссальное бремя ожиданий, создающее мощное психологическое давление и интенсивную профессиональную конкуренцию. Со временем начали появляться намеки из анонимных источников в голливудской индустрии развлечений. Они подтверждают заявление Криса Мартина о тайных встречах на частных помелетах, закрытых ужинах для узкого круга влиятельных лиц и попытках конкурирующих агентств сорвать планы друг друга. Переговоры продолжаются. Атмосфера настолько напряженная, что кажется, будто вся индустрия затаила дыхание, ожидая, кто сделает первый шаг. Сделает ли Чонгук неожиданный ход, сформируя союз в совершенно неожиданной сфере? Или Тэхьон нанесет сокрушительный удар соглашением, стирающим границы между искусством и коммерцией?
Крис Мартин завершил свое первое откровение резким риторическим заявлением. Мир может видеть их как коллег, но за столом переговоров они две совершенно разные звезды под одним небом, по версии акционеров. Эта реальность приводит нас к новому пониманию. Американская индустрия развлечений больше не рассматривает их просто как певцов, а как стратегические активы, за которые идет ожесточенная борьба. Нарратив, выстроенный Крисом Мартином, резко контрастирует с жизнерадостным образом, который мы привыкли видеть на экранах. Здесь на кону власть, эго и четко выстроенные глобальные стратегии. Ошибкам нет места, и каждое решение, принятое Чонгуком или Тэхёном, будет иметь далеко идущие последствия не только для их собственных карьер, но и для будущего всей мировой индустрии развлечений. Это напряжение принадлежит не только им. Его последствия ощущают все участники экосистемы, от менеджеров и продюсеров до бренд-менеджеров, ставящих свою репутацию на одну ставку, подобно закату солнца на побережье Калифорнии. Слухи не утихают, наоборот, они все сильнее разгораются в элитных кругах голливудской индустрии. Крис Мартин словно открыл ящик Пандоры, долгое время остававшийся запечатанным, заставив всех взглянуть на суровую реальность за сладким фасадом славы. В мире, переполненном интересами, дружба часто подвергается испытанию корпоративными амбициями, не знающими слова «достаточно». Новый поворот произошел, когда источники сообщили о вмешательстве третьей порты с огромным влиянием из парижской модной индустрии, которая, по слухам, также вступила в эту игру, добавив еще один уровень сложности и сделав ситуацию еще менее предсказуемой. Каждое слово Криса Мартина звучит как фрагмент головоломки, который, будучи собранным, формирует шокирующую картину того, как на самом деле работает машина глобальной индустрии развлечений за темными кулисами, наполненными политическими интригами. Нас приглашают погрузиться в этот лабиринт амбиций, где за каждым углом скрывается секрет, готовый взорваться в любой момент. Борьба за власть между Чонгуком и Тэхёном стала главной темой закрытых разговоров руководителей всех крупных звукозаписных лейблов, создавая ауру соперничества более горячей, чем на любой музыкальной премии. Крис Мартин, обладающий десятилетиями опыта в индустрии, выглядит предельно серьезным, когда говорит, что никогда раньше не видел ничего подобного. Даже в эпохе расцвета легендарных групп сочетание силы социальных сетей и современных брендинговых стратегий породило новых монстров, жаждущих влиятельных лиц. И сегодня Чонгук и Тэхён находятся на вершине этой пирамиды. Это соперничество больше не о том, кто лучше, а о том, кто способен выдержать глобальное давление со всех сторон. Эмоциональная напряженность усиливается, когда мы представляем, что чувствуют эти двое в центре вихря интересов. Сумеют ли они по-прежнему смеяться вместе за кулисами, зная, что их имена обсуждаются как активы, где один выигрывает, а другой проигрывает? Крис Мартин показывает, насколько одиноко бывает пик успеха, где у каждого вокруг могут быть скрытые мотивы. Это добавляет интриги и удерживает внимание читателя, заставляя искать мелкие детали, которые могли ранее ускользнуть. Намеки на тайные контракты, уже спешены, пока не объявленные официально, начали циркулировать, разжигая дикие спекуляции о том, какой бренд в итоге завоевал сердце одного из них, или, возможно, обоих. Внезапно ночная тишина студии словно рушится. Крис Мартин сумел намекнуть, что будущее музыки и моды определится в ближайшие месяцы. Это значит, что настоящие сюрпризы еще впереди. Все, что мы знаем сейчас, лишь вершина айсберга куда более масштабного и дерзкого коммерческого заговора. Соперничество между Чонгуком и Тэхёном за доминирование на американском рынке превратилось в настоящую драму, превосходящую любой киносценарий. Каждый их шаг теперь находится под пристальным наблюдением тысяч профессионалов, готовых воспользоваться малейшей возможностью. Ситуация накаляется еще сильнее на фоне утечек о напряженности между агентствами, представляющими крупные бренды, сопровождаемых угрозами судебных исков и срочных пересмотров условий контрактов ради сохранения своих позиций. Все это приводит нас к одному осознанию: мир развлечений – это обширное поле битвы. Крис Мартин дал нам ключ, чтобы заглянуть в запертую комнату, и то, что мы там обнаружили, реальность полная неопределенности, но невероятно притягательная. Мы вынуждены продолжать задавать вопросы, углубляться и внимательно следить за каждым развитием событий, потому что за каждой улыбкой на билбордах Таймс-сквера скрываются истории борьбы за власть и секреты, известные лишь узкому кругу посвященных.
Крис Мартин заложил фундамент для долгосрочной истории, которая изменит наше восприятие идолов. Они больше не просто артисты, а эпицентр глобальной индустриальной революции, насыщенной напряжением. Теперь все внимание приковано к тому, что произойдет дальше, после того, как смелые заявления Криса Мартина стали виральными. Выступит ли Чонгук или Тэхьон с официальным ответом? Или они предпочтут молчание, позволяя миру продолжать спекулировать в условиях растущей неопределенности? Напряжение достигло точки кипения, где любой мелкий слух способен вызвать информационный взрыв глобального масштаба. Сегодня американская индустрия развлечений действительно балансирует между надеждой на грандиозный успех и простерностью потерять свои самые ценные активы. Крис Мартин спровоцировал дискуссию, которая, похоже, не закончится в ближайшее время. Эта история будет продолжать развиваться, становясь все более сложной, все более мрачной и, безусловно, все более непредсказуемой для всех, кто следит за необыкновенным путешествием двух южнокорейских звезд на американской земле. Представьте себе эмоциональное бремя, которое они несут. Способны ли они по-прежнему смеяться вместе за кулисами, осознавая, что их имена обсуждаются как талар, где одна сторона должна победить, а другая проиграть? Крис Мартин подчеркивает, насколько одиноким может быть пик успеха, когда каждый вокруг, возможно, скрывает собственные мотивы. Слухи о тайных контрактах, уже подписанных, но еще не объявленных, лишь подогревают бурные спекуляции. Какой бренд в итоге завоюет сердце одного из них, или даже обоих? Будущее глобальной музыки и моды, по словам Криса, решится в ближайшие месяцы. Что мы знаем на сегодняшний день? Напряжение достигло критической точки, когда Крис упомянул, что два топ-менеджера высокого уровня открыто признали, им придется выбрать только одного, поскольку бюджет совместного контракта может истощить финансовые ресурсы компании. Неподтвержденные отчеты утверждают, что Тэхьона предложили позицию единственного глобального амбассадора люксового автомобильного бренда с экстремальным условием – не появляться вместе с Чонкугом ни в одной компании в течение 3 лет. Разве это не систематическая попытка расколоть силу двух глобальных икон ради бизнес-интересов? Крис Мартин, поддерживающий близкие отношения с обоими, выглядел глубоко тронутым, описывая давление, которое они испытывают, между сохранением дружбы и соблазном все большего количества нулей в контрактных документах. Он даже намекнул, что недавние публикации Чонкуга в социальных сетях содержат скрытые послания, включая использование определенных цветовых кодов как форму тонкого протеста против ограничений американской индустрии. Эта ситуация вышла далеко за рамки борьбы брендов. Это борьба принципов. Сообщается, что голливудские руководители испытывают разочарование, поскольку, несмотря на колоссальное давление, Чонкук и Тэхьон продолжают демонстрировать лояльность друг другу, редкое явление в беспощадном мире бизнеса. Напряжение вновь возросло, когда Крис упомянул участие таинственного, чрезвычайно влиятельного музыкального продюсера за кулисами, который продвигает нарратив здорового соперничества, но при этом действует крайне агрессивно в финансовом плане. Он рассказал об инциденте, когда рекламная фотосессия была задержана на несколько часов из-за ожесточенных споров о распределении внимания, мелкой детали, которая в мире премиального брендинга решает все. Однако на этом сюрпризы не закончились. Одна технологическая компания из Кремниевой долины даже применила алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования того, кто принесет более высокую конверсию продаж в Северной Америке и Европе. Результаты оказались почти равными, что лишь усилило сомнения инвесторов. И в конечном итоге мы приходим к точке, где все эти вопросы все еще не имеют окончательных ответов. За камерами, блеском сцены и овациями миллионов поклонников по всему миру глобальная индустрия развлечений затаила дыхание. Нет официальных объявлений, нет открытых подтверждений, лишь тишина, наполненная смыслом, тишина перед большим шагом. Чонкук и Тэхьон теперь стоят на перекрестке, который они никогда не выбирали, но вынуждены пройти. Не просто как айдолы, а как символы новой силы, способные потрясти карту глобального бизнеса. Каждое их движение, каждая простая публикация, даже каждый выбор цвета одежды превратились в сигналы, которые анализируют те, кто обладают властью за кулисами. Крис Мартин, возможно, приоткрыл часть завесы, но именно это сделало загадку еще глубже.
потому что чем больше раскрывается, тем яснее становится. Речь идет не о том, кто ярче сияет на сцене, а о том, кто способен выстоять под давлением мира, который видит в них не людей, а активы стоимостью в миллиарды долларов. В центре этого водоворота интересов остается один главный вопрос: есть ли еще место дружбе, когда корпоративные амбиции требуют жертв? Или же демонстрируемая ими лояльность станет самым тихим, но самым опасным сопротивлением системе, стремящейся их разделить? Индустрия развлечений уже не раз доказала, что вершина успеха – самое одинокое место. И именно там находится сегодня Чонкук и Тэхьон, на вершине полные восхищения, но также и ловушек. Каждое принятое ими решение сформирует не только их карьеру, но и направление будущего глобального сотрудничества между музыкой, модой и технологиями. Возможно, мы не сразу увидим, кто победил и кто проиграл, потому что в игре такого масштаба настоящая победа часто скрыта, а поражение приходит медленно и беззвучно. Но одно ясно – мир наблюдает за важнейшей главой в истории современной индустрии развлечений. Главой, в которой два имени из Сеула заставляют Голливуд, Манхэттен и Кремниевую долину подстраиваться под них. И когда объявление наконец прозвучит, кто бы ни сделал первый шаг, мы осознаем, что все, что мы видим сегодня, лишь начало больших перемен, начало переосмысления культурной силы и, возможно, начало истории куда более смелой, чем мы когда-либо могли представить. До тех пор один вопрос будет продолжать звучать в сознании каждого. Будет ли мир помнить это переосмысление? Или же это момент, когда две иконы решили написать собственные правила? Оставайтесь с нами, потому что эта история еще не закончена.